Всем привет! С вами ДК-82. В прошлый свой выход я тут пировал голубцами, и осталась от них банка. Я ее сначала хотел выбросить или приспособить под какую-нибудь мелочевку, ну типа гвозди в нее положить. Но в комментариях мне посоветовали сделать из нее дежурный котелок и оставить здесь, на стоянке. Мне эта идея понравилась. Я решил из этой банки сделать чифербак. Кому-то может показаться, что это блатной жаргон. Но, как оказалось, у таежников так называется небольшой котелок, в котором готовят чай. Делается он, как правило, как раз из консервной банки, потому что в тайге добром не разбрасываются, стараются все применить в дело. Но по той причине, что в банке находились голубцы, и мне ее, честно сказать, отмывать очень сильно лень. В общем, я не стал заморачиваться и дома из вот такой вот большой консервной банки из-под персиков сделал котелок. Проколол 2 отверстия шилом, поставил ручку из стальной проволоки. И вот из верхней части вот таким вот образом сделал крышку. По-моему, очень даже неплохо получилось. Теперь надо этот чифербак обкатать, приготовить в нем настоящий таежный чай. Специально посмотрел видео, как это делается. И сейчас попробую повторить. Нам понадобится вода, заварка, ну, естественно, хорошее настроение. В тайге воду берут из проталин, ручьев, рек. Но у нас тут такая экология в регионе. Так что в лучшем случае можно заработать расстройство желудка и настроения. Поэтому я взял воду из дома. Но она не водопроводная, она из скважины. Будем считать, что она родниковая. И первое правило таежного чая я выполнил. Теперь нужно поставить воду кипятиться. При этом за ней следить. Как только вода начнет закипать, как бы побелеет, в этот момент нужно котелок с костра снять, добавить заварку. Кстати, я взял хороший крупнолистовой черный чай. Думаю, все должно получиться. Так, ну что, запаливаем костер. Сегодня в качестве растопки у меня ватные диски. В прошлый раз я тут с бумагой долго маялся. Пошло дело. Еще один добавлю на всякий случай. Так, есть еще такой момент, что нужно березовую веточку положить в костер. И потом, когда вода закипела, уже бросили заварку и этой березовой веточкой помешать чай. Как бы горящей головешкой. Но берез у нас тут поблизости нет, поэтому возьмем то, что есть. А у нас это клен. Клен, который тут властелин леса. Забивает, можно сказать, все, что можно. Растет очень быстро, в любых условиях, на песке, на глине. В общем, где попало. Я думаю, не сильное будет нарушение, если мы вместо березовой веточки возьмем кленовую. Вообще, конечно, интересно так смотрится. Антуражно, можно сказать. Чувствую себя, ну, если не таежником, то прям каким-то сталкером. Я думаю, быстро закипит. Наверное, даже зря я такой большой костер сложил.
Но хотя, как говорит один мой друг, ничего не делается зря. Все для чего-то. Так, вода начинает закипать. Пока не белеет. Но все закипело. Наверное, неправильная вода. Ага, нет, вот, наверное, сейчас этот момент. Снимаем. Добавляем заварку. И накрываем крышкой. Немножко настоится. И будем пробовать. Все делаем по инструкции. Головешкой. Мешаем. Так. А теперь нужно чай поженить, как говорят. Три раза. И при этом котелок поднимаем повыше, чтобы напиток насыщался кислородом. Так. Теперь будем пробовать. Горячо. Взял сегодня печенку. Сахар, конфеты не очень люблю. Поэтому вот так. Ну, давайте попробуем. Самому очень интересно. Не знаю, от чего зависит. От того, что готовилось на костре. Или от консервной банки. Или от того, что я головешкой помешал. Ну, вкус вообще другой у чая. Вот вообще другой. То есть я эту заварку дома заваривал. Еще аромат такой костра, дыма. Ну все, теперь я настоящий таежник. В общем, вот такие дела, друзья. Максимально бюджетный котелок. Чифербак. Который я, скорее всего, буду использовать только для приготовления чая. Не буду в нем ничего варить. Не хочется потом пить чай со вкусом пельменей или борща. Для щей борщей сделаю, наверное, еще один котелок. И в следующий раз принесу на свою стоянку. Будет у меня тут полный комплект костровой посуды. А на сегодня это все. Увидимся в следующем видео. Пишите свои комментарии. И, конечно, ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока. Ваше здоровье. Ой, прям чувствую, как становлюсь таежником.